Всем привет! Вы на канале 13 порций. 13 порций. Ну, мы себе 13 порций накрыли. Да. У нас 13 порций еды. Здравствуйте, дорогие наши. В таком формате, когда мы вдвоем с Иваном, когда мы вдвоем с мужем обедаем, мы уже давно не снимали. И решили сегодня вдвоем пообщаться с вами просто ни о чем. Просто что на сердце накипело, да? И у нас сегодня ужасно хрустящий, ужасно кисло-сладкий, острый мукбанг. Домашняя капустка очень хрустящая. Аж на слюна потекла. Здесь у нас мясо кисло-сладкое. Можно сказать, авторский рецепт, потому что лично я его не видела ни у кого. И я его готовлю больше 20 лет уже. Это мясо. И всего один человек меня научил больше 20 лет назад. На 11 детей наша жизнь, я это полностью готовлю. Это блюдо. Также у нас огурчики очень острые, вкусные. Я тоже их делала на канале. Я сегодня сделал чай себе. У Вани чай, у Ивана, а у меня сок одного лимона. Кисленький, очень вкусно, ужасно. У нас сегодня все ужасно, ужасно вкусная пюрешка с домашним маслом, с домашним молочком. Ужасно вкусная пюрешка. И наш знаменитый перчик чили. Почти чили. Ну, вкусно. Но кисло-сладкое мясо, это вообще. Да. Капуста в этом году у меня получилась очень хрустящая. Не так давно мы ее насолили. 3 дня я ее держала. Дети мне начистили моркови, натерли. Я нарезала капусту. А папа переминал, утрамбовывал. 3 дня мы ее протыкали. Она получилась хрустящая. Я на 2 килограмма капусты, 2 столовые ложки соли клала и пол чайной ложечки сахарочку, морковочка и капуста, и больше ничего. А, лаврушку еще кидала. Очень хорошая капуста. Дети начинают потихонечку сейчас со школы уже приходить. Сейчас поедем забирать. Жаль, что вы не можете. Нельзя передать камерой вкус мяса. Посмотрите обязательно. Я год назад этот рецепт выставляла и сегодня продублировала. Вкусно. Шедевриально. Вы знаете, я так люблю свой дом. Сейчас обстановка такая, нехорошая. Без уточнений, я думаю, все знают, все понимают. Никуда не охота из-за этого. И люди в таком же состоянии. А вот домой заходишь, и так хорошо. Но это не только сейчас. Я всегда люблю находиться дома. Думаю, это то место, где можно расслабиться. Я через минуту ухода из дома, возвращаясь домой, возвращаюсь, как будто я 100 лет не была. Но сейчас это в 11 раз лучше стало. Вот это щебетание детей, я последнюю неделю так анализирую вообще. Там слышу, Ваня что-то гремит, кого-то катает, что-то делает. Все, его что-то заклинило на шалашах на каких-то. Забирают все подушки с диванов. Вот эти, которые для украшения стоят. Делают какие-то шалаши. Анюта что-то делает со Снежаной. Они прям вдвоем. Снежана без остановки. Слышишь, там взрослые парни смеются. Девчонки. И я понимаю, я Ивану вчера, или когда мы с тобой ехали, я говорю, представляешь? Да, вчера ехали.
Сколько дети разъедутся? Я говорю, интересно, у нас много внуков будет или нет? Кто видим. Как бы трудно не было, а без этого плохо. Размышляли сегодня о погоде опять Перчик. с дома. Родственники звонили, сообщили, сколько у них там температура. 46. Кстати, привет родственникам. 46. Вдруг вы будете смотреть. Надо сказать им. Да, 46 градусов. И мы такие, как-то там интересно мы говорили, да? Мы говорим, уже всем рассказали, что это 46. Хотя, говорит, даже если было бы там сколько, 30. Я говорю, даже если бы было 30, мы бы всем рассказали. Сразу посмотрела по телефону, у нас минус 6, было минус 7, стало минус 6. И то дедушка приходит, говорит, заморозки. А днем плюсовая, и к воскресенью сойдет на хорошую теплоплюсовую температуру опять. Заморозки у нас. Дома все окна открыты, все открыто. Ну да, одна из страшилок, скажем так, для переезжих звучит примерно так, что вот там зима не зима, да там грязь, никуда не пройти. Не знаю, даже в принципе в огород, да, можно пройти. Ну, бывают минуты, такие вот моменты, когда дожди льют, да, дожди льют и чуть-чуть подмораживает, но сверху оттаивает, вот тогда еще, ну, можно сказать, грязно. А вот зимой уже, когда все подмерзнет, никакой грязи нет. А подмерзшего никогда не бывает? Ну, то есть нет этой грязи, эта страшилка не работает. Я батун с огорода рву до сих пор. Ну да, что там будете скучать. Я все-таки на паузу. Пам-пам. Перчик. А есть можно? На паузе можно есть или нет? Перчик. С ума сойти. Я не ела его, я делаю его уже какой раз. Я не ела его, а в этом году я как с ума сошла. Кисло, сладкий, острый. Как и мясо у нас. Но мясо не острое. В мясе перца нету. Только соль, сахар, уксус. Эссенция разведена чуть-чуть до кислого состояния. Кукуруза, мясо и лук. Все, и масса подсолнечная. А здесь-то... Здесь кориандр, который мы скупили на 5 лет со всего района, и, наверное, никто завозить не будет его больше. У нас тоже есть. Мы, кстати, в описании ссылочки оставим для новых людей. Часто спрашивают, как вы делаете эти котлеты. Я увидала недавно, я не видела эти комментарии. Я буду оставлять ссылочки именно там, где я оставляю рецепты. На 11 детей наша жизнь. Вот я делала давненько перчик. Мы с детьми его делали. Вы делали его все, по-моему. Все квасили капусту. Всегда я делала одна, квасила капусту. В этот раз все. И я так устала, главное, думаю, как же я раньше одна делала. А дочкам рассказала, говорю, представляете, раньше в детстве мы делали, Бочки. ну мы не мало делали в этот раз, но бочки, помните, мы делали деревянные бочки. Я еще, уже мамы моей не было, замуж за Ивана вышла, а это... Ну, раньше, в принципе, и времена были другие. Вот у тебя капуста выросла или там, да ее купила, и все, и больше ты ее нигде не возьмешь. Это было, ну, сезон. А сейчас же среди зимы можно купить, хоть когда можно купить. Ну, капуста, ой, остренько. Бывает. А тут кисло. Вот у нас сегодня стол. Кисло, сладко, остро. Капустка вкусная. У нас, главное, дети некоторые едят, да, этот перчик. Некоторые. Ну, Ну да, не все. не все. Парни, Никита постоянно в подпол ныряет за ним. Так что, как вы себя дома чувствуете?
я из-за всех этих обстоятельств до такой степени вот со своей семьей стала дома, что, мне кажется, мне бы не надо было никуда. Я бы вообще никуда не пошла. Меня с паузы-то снимут или нет? Пам-пам. Я, по-моему, зависла. Пам-пам. Да, вкусная пауза, говорю. Мяско. Мяско. Я даже добавочку так это. Кушай, конечно. То есть ощущение, если говорить, потому что я знаю, многие люди думают, У нас переезжать или спрашивают. не переезжать, часто спрашивают. Это ваше личное решение должно быть. Ну да, чтобы не пожалеть. Ну вот мы, например, не пожалели. Если вы очень хорошо устроены, у вас очень хороший заработок, у вас финансовое состояние очень хорошее, 10 раз подумайте тогда. Может быть, стоит доработать до пенсии и потом делать такие маневры, да? Да, каждый сам будет решать. А если вы... Какие сложности тут могут быть, да? Вообще любой переезд это сложность. Конечно. Как вы вот, переносите климат тоже, да? Я сюда из-за климата переехала. Я погибала там, я с матерью, мне было очень плохо там. Хотя тут тоже говорили, подождите, сейчас у нас Да. тут амброзия зацветет. У нас Костя в этом году первый год вообще зиму хорошо пережил. Не было вот этих глазок таких задыхающихся. А там ему вообще плохо было, он вообще там не выходил из больницы. Мы даже, когда и Костя к нам пошел в семью, мы его из больницы забирали. Угу. Было видно, что он там постоянный гость, он всех врачей знает, идет, здрасте, 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 там на улице здрасте, все его там знают. Никогда не думала, всегда смотрела на разные народы, они перчики кушают острые. Никогда не думала, что я его буду так есть, а вот это... Но он вот сейчас настаивается, и острота появляется. Да, он одно время был вообще как-то, казалось, не острый. А сейчас стало как-то все больше остреть. Хотя те наоборот были, да? Угу. Но вкусно очень. Кто еще не делал кисло-сладкий перчик в медовой заливочке? Ее можно и в сахарной сделать. Ну, у нас в медовой. Но я смотрю, люди в интернете и в сахарной делают. Поэтому можно делать и в сахарной. Ну что-то я сегодня разъелся. Вкусно. Ну, я тоже хорошо поела, но время уже час. Сегодня у нас дети не едут на хор. У нас заболела преподавательница. Я уже на том канале сказала, поделилась на 11 детей. Анюта вчера заболела опять. Температура 38. Сегодня утром была 38,8. Но сейчас сбили, сейчас нет температуры. У нее аппетита нет, но она выпила йогурт питьевой, 250 миллилитров. Она съела 2 банана, второй сейчас вот съела. Из завтрака лежали сосиски в кастрюльке. Я говорю, доча, давай сосиску. А что, можно прямо на диване возле телевизора? Я говорю, тебе сегодня можно все. Взяла сосиску, пошла. Я тоже заболел. Иди с тарелкой на диван. И вот она, в принципе, нормально. 2 банана. Сейчас попозже еще покормлю ее. Не кушает. Она вообще, Анюта очень любит кушать. У нее очень хороший аппетит, но сегодня нет. Переболела. Она так редко болеет. Почти никогда. Я еще огурчик не ел. Кстати, вот эти огурцы, кто пробует, все говорят, очень вкусные. Вот здесь все очень вкусно. Вот очень рекомендую перчики. Очень рекомендую эти огурчики. И мясо. Очень вкусное. А у меня... Я рекомендую чаек. А у меня сок лимонный.
В эту субботу мы хотим убирать чушечку. Уже пора. Конечно, это не очень такое интересное занятие, но это жизнь, это быт. Уток надо много убирать. Очень много. Гусей мы вообще убрали, а уток нет. Ну, половина надо. Очень много этих селезней. Мужчин много, мужчин. Их надо убрать всех. Уточек-то не буду. Их там нет. Сколько у нас там? Штук 5? Высиделась. 2 наши. У нас 2 было. Вот они у нас подавили тогда. И вот они еще наделали. 1 высидела. 1 утка и делает. С того высидка у нас 1 всего выжил. У нас со 2 побольше. Со 2 побольше, да. Ну, в общем, штук 10 надо убрать. Да. Наелся. Чаек пей. Да. Вкусно. Вкусно, очень сытно. Все очень сытно, очень вкусно, очень полезно. Капустка, витамин С, перчик. Сам по себе, когда болеем, полезно. Горчичники изнутри. Горчичники на все тело изнутри, да. Это правда. У Ивана чай, но он пьет сладкий, у него 3 ложки сахара или больше положил. Это секрет. Ну, в общем, я ему добавляю 3 ложки. А сколько он себе накладывает? А я 5, но сильно не размешиваю. Сладкие не люблю. Ванька маленького, если не остановить, сыпет, до скандала сыпать будет. Кричит, вот сядет, налью, обязательно сладкий, а сахар есть? Приятного аппетита, кстати. Даже не пожелали приятного аппетита всем, кто с нами кушает. Да, ну, кстати, если ждете гостей, вот мясо приготовите, и уже можно как бы гордиться, что да, вы будете замечены и отмечены. Я уверена на 100%, в принципе, что ваши гости не пробовали это блюдо. Я еще не встретила человека за 20 с лишним лет, который мне сказал бы, что он кушал это блюдо. Если, конечно, он не был у меня в гостях. Те, кто новые приезжают, все очень удивлены. Сначала смотришь что-то непонятное, а кушать начинаешь, и очень вкусно. Рецепт, ссылочку мы оставим на 11 детей. Там под описанием, под каналом тоже будет ссылочка. Ой, рецепт написан. Я уже год назад делала, но еще. Перчик тоже оставим ссылочку, очень вкусная. Ну, как чистить картошку, не оставим ссылочку. Это не я чистила, это Валера чистил. У нас Валера дома. В общем, его начали таскать по военкомату, ему 16 лет, 17 скоро будет. Не скоро, в мае. Таскают по военкоматам. И вот, в общем, сейчас он сдает анализы. Поедет только в понедельник. Дома Валера. Поэтому Валера начистил маме картошечки. Помог. Всем приятного аппетита, кто с нами кушает. Нашим друзьям, нашим постоянным зрителям, нашим новым зрителям. Спасибо, что заходите. Сегодня мы без детей. Дети кто где. Вот пришел Костя сейчас. Анюта там на кровати лежит. Валера наелся, ушел уже, 10 раз уже наелся. Сидит, телевизор смотрит, в свою комнату ушел. Остальные дети еще не пришли. Кто-то сейчас поедет за детьми, да. Кто-то будет дальше. В общем, дела продолжаются. Мы немножечко сели на паузу, чтобы с вами покушать, поделиться своим хорошим настроением. Настроение сегодня отличное, Да, хорошее. потому что многие спрашивают, куда пропали. Ну, особо не пропали, просто отдыхали. Настроение хорошее. Когда Дети дома? не болеют. Одна Анюта заболела. Ну, надеемся, что больше никто не будет болеть. Анютку сейчас выходим. Она сейчас от счастья от того, что в кровати ест сосиски, так вообще выздоровеет. Или наоборот, скажет, я не буду выздоравливать. Я это тоже чувствую, что донышко я пойду. Заболела, да. Сосиску сейчас дашь, выдашь, я пойду болеть. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что были с нами. Да, пока-пока. Пока-пока.